Всем привет, это Пуравида с Настей. Сегодня я хочу рассказать об общественном транспорте в штате Вашингтон, а конкретно в округе Кинг-Каунти. Мы живем здесь уже больше года без личного автомобиля и чувствуем себя вполне комфортно. Видимо потому, что апартаменты наши находятся рядом с оживленным шоссе. По которому каждые 10-15 минут ходит автобус. На нем можно доехать не только до любой нужной остановки, но и до транзитных центров, где встречается множество автобусных маршрутов, городских и междугородных. Автобусы у нас ездят практически по всему штату. Если состыковать их маршруты, можно даже путешествовать на дальние расстояния. Например, мы однажды на 4 автобусах съездили до океана. Видео об этом есть у меня на канале. Для того, чтобы построить маршрут, можно воспользоваться Google картами, информационными стендами в транзит-центрах, или буклетами, в которых есть подробное расписание всех автобусов. Городские и междугородные автобусы могут быть простыми и комфортабельными, одно- и двухэтажными. Все они в обязательном порядке приспособлены для людей с ограниченными возможностями. Оборудованы съездами, подъемами, имеют широкие проходы, специально убирающиеся сиденья и крепления для колясок. Если человек с ограниченными возможностями путешествует на автобусе без сопровождения, водитель сам проверяет, правильно ли пристегнута коляска и помогает, если нужно. Многие автобусы оборудованы спереди специальными приспособлениями для перевозки велосипедов. А еще автобусы умеют наклоняться. Если водитель видит, что вы стоите на остановке с багажом или коляской, он нажимает на кнопочку, автобус опускается так, чтобы ступенька сравнялась с тротуаром, и занести вещи становится гораздо легче. На транзитных центрах и многих остановках установлены вот такие табло.
на которых высвечивается точное время, когда приедет автобус, или, например, насколько задерживается. Цена проезда на автобусах варьируется от 1,5 до $3 75 центов, в зависимости от маршрута и уровня комфорта. В крупных городах, кроме автобусов, ездят еще и троллейбусы. Стоят так же, как автобусы. Трамваи мы видели только в городе Такома, но они есть и в Сиэтле, целая сеть. Называется Streetcar. Стоимость проезда $2 25 центов. А еще в нашем штате есть метро. Правда, всего одна ветка от Вашингтонского университета до аэропорта Ситак. Но этот вид транспорта тоже популярный, потому что быстрый и удобный. Поезда метро ездят и под землей, и на поверхности. Стоимость проезда $2,75. Кстати, некоторые автобусные маршруты и метро имеют сервис Night Owl. Они работают с полуночи до 5 утра, поэтому добраться до работы или до дома можно даже ночью. Оплатить проезд на всех основных видах транспорта можно 3 способами. Первое – наличными, в кассе, которая находится рядом с водителем, а для метро в специальном автомате. Второе – с помощью онлайн-приложения Transit Go. И третье – картой Орка. Продаются такие карты на автобусных терминалах и станциях метро в специальных автоматах. Сначала ее нужно купить за $5, а потом только пополнять на нужную сумму.
Чтобы деньги за поездку списали с карты, ее надо приложить к специальному устройству на остановке или внутри автобуса рядом с водителем. Если приложить второй раз, оплата отменится, поэтому невозможно одной картой заплатить, например, за 2 человек. У каждого должна быть своя личная. Самое интересное, оплачивая проезд, вы покупаете не поездку, а 2 часа времени в пути, при условии, что вы путешествуете в пределах одной зоны. То есть по одному оплаченному билету можно ездить на разных автобусах или даже разных видах транспорта в течение 2 часов. Например, если вам надо съездить в какой-то магазин на автобусе, и вы успеете вернуться в течение 2 часов, то обратный проезд оплачивать не придется. Или, к примеру, сели вы на автобус в Сиэтле, через 15 минут пересели на трамвай, а еще через полчаса на метро. При этом оплатить вы должны только проезд на автобусе, а потом можно ехать по тому же билету или доплатить разницу в оплате за проезд, когда она имеется. Просто покажите ранее купленный билет новому водителю. Он скажет, что делать. С Орка-картой еще проще. Приложите ее опять к автомату, а она сама и разберется, нужно ли доплачивать, и оплатит сколько надо. Орка-картой можно также оплатить поездки в автобусах специального DART-сервиса. Эти небольшие автобусы ездят в определенной области по намеченному маршруту, но могут от него отклоняться, останавливаться в любом месте, где попросят пассажиры, и забирать людей откуда-то по предварительному звонку, но только в пределах этой области. Цены на проезд такие же, как на обычном автобусе. Кстати, контролеры в Америке тоже существуют. На любой остановке, совершенно неожиданно сразу во все двери, могут зайти сотрудники службы Fare Enforcement и с помощью специального прибора проверить вашу Орка-карту или наличие бумажного билета. И если что, выписать штраф от $50. Бесплатно на всех основных видах транспорта могут ездить только дети до 5 лет. Людям с низким доходом обычно выдают льготную Орка-карту, а пенсионеры платят за проезд $1. Поскольку машины у нас нет, мы всегда стараемся найти работу рядом с домом, чтобы ходить до нее пешком и вообще не пользоваться никаким транспортом. Но однажды мы вдвоем примерно месяц работали далеко. Нужно было добираться на автобусе 5 раз в неделю туда и обратно. И чтобы сэкономить на оплате проезда, мы купили проездные для наших Орка-карт. Система проездных здесь немного необычная. Вы как бы покупаете скидку на стоимость поездки. При этом количество поездок в течение 1 месяца не ограничено. Например, за $99 можно купить скидку в $2.75 на каждую поездку. То есть, если билет стоит $2.75 или меньше, то все поездки бесплатные. А если $3, то нужно будет доплатить 25 центов. За $90 можно купить скидку в $2.50, ну и другие варианты. В зависимости от того, сколько стоит ваша поездка, можно выбрать удобный именно для вас проездной. Есть также свои специальные тарифы для разных категорий населения – студентов, пенсионеров, малоимущих. Но давайте продолжим. Какие еще виды общественного транспорта есть в нашем штате? От Эверетта до Лейквуда ездит обычный поезд. Стоимость проезда от $3.25 до $5.75. Огромные паромы доставляют пассажиров и личный транспорт из порта Сиэтла на разные острова, образованные заливом Пьюджет-Саунд, на которых тоже живут люди. Например, поездка на остров Бейн-Бридж стоит $8.35 туда и обратно. Кстати, у меня на канале есть видео о путешествии на таком пароме. На острова можно добраться и на водном такси. Оно намного меньше, чем паром. Перевозит только пассажиров. Цена от 5 до $6.75. Есть, конечно, в нашем штате и обычные, сухопутные такси от самых разных компаний. Желтые, зеленые, с шашечками, а также всем известные Uber и Lyft.
Но если честно, мы за все время еще ни разу на них не ездили, потому что не было необходимости. Да и поездка стоит недешево. Например, Uber Pool от аэропорта Ситак до центра Сиэтла днем стоит больше $20, плюс чаевые. А еще в городах всегда можно найти электрические педальные велосипеды и самокаты от разных компаний. Работают они от приложений на телефоне. Например, в компании Lime нужно заплатить $1 за разблокировку велосипеда и потом 15 центов в минуту, пока едешь. Цена может меняться в зависимости от города, времени суток, дня недели, но в любом случае, наверное, это очень удобно. Сел на велосипед, доехал на нем куда нужно и оставил. Сама я пока не пользовалась таким транспортом, но хотелось бы попробовать. А вот на монорейле в Сиэтле мы уже успели прокатиться пару раз. Этот необычный поезд передвигается на одном рельсе, но не по улицам города, а над ними. Он имеет всего две остановки – Westlake Station и Space Needle. Ездит каждые 10 минут, а выйти к нему можно прямо из торгового центра или подняться с улицы на 3-й этаж. Билеты продаются тут же на остановке. Цены от $1.25 до $2,5. Ну а если вы собираетесь путешествовать далеко, то к вашим услугам международный аэропорт Ситак. Может показаться странным, что я решила включить самолеты в обзор общественного транспорта. Но уж очень они напоминают мне маршрутки. Точно так же выстраиваются в очередь на взлетной полосе. Да и летают чаще, чем автобусы ездят. И, кстати, своим шумом мешают записывать видео. Честно говоря, пока готовила этот обзор, я узнала много нового для себя. Еще больше удивилась, насколько хорошо развит общественный транспорт в штате Вашингтон. Кроме всего того, что я уже рассказала, есть, оказывается, еще много дополнительных сервисов. Например, служба Trailhead Direct. Специальные автобусы, доступные любому жителю штата, которые за $2.75
отвезут вас по 4 туристическим маршрутам для походов по горам. Или специальный транспорт для совместных поездок – ван-пул, кар-пул, трип-пул, комьюнити-пул и другие. А на разные спортивные мероприятия создаются новые дополнительные ветки транспорта для болельщиков. И это только общественный транспорт, а ведь есть еще и специализированный. Это, например, школьные автобусы, доставляющие детей в школу и домой. В Сиэтле есть старинный транспорт. За $5 вас не только довезут куда нужно, но и расскажут интересные истории. А еще есть сервис бесплатных автобусов и такси Hope Link, который доставляет пациентов в медицинские учреждения. Всю актуальную информацию о транспорте в округе Кинг-Каунти, где мы живем, можно найти на официальном сайте. Ссылочку я оставлю под видео. Там есть все. Расписание, цены, инструменты для построения маршрутов, инструкции, как пользоваться автобусами и еще много всяких полезностей. Во всех остальных регионах штата Вашингтон работают другие транспортные компании, у которых тоже есть свои сайты. Я думаю, с таким замечательным общественным транспортом вполне можно обойтись и без машины, по крайней мере в первое время. Ну а теперь о минусах. Куда же без них? Во-первых, все-таки общественный транспорт доступен не везде. Например, вообще не ходят автобусы до парка Олимпик и до горы Рейнир, которые нам хотелось бы посетить. Во-вторых, некоторые автобусы ходят очень редко, раз в час или в два. В-третьих, поездки на общественном транспорте почти всегда отнимают гораздо больше времени, чем на машине. Однажды мы нашли интересную вакансию на заводе, но вынуждены были сразу от нее отказаться, потому что добираться до работы пришлось бы 1,5 часа на 2 автобусах. На машине на дорогу ушло бы всего 20 минут. Ну и последнее. Пассажиры в общественном транспорте, особенно в автобусах, бывают очень разные и не всегда как бы адекватные. А однажды мы даже стали невольными участниками чрезвычайного происшествия. Примерно год назад мы вечером на автобусе возвращались из Сиэтла. И на одной из остановок зашла целая толпа подростков, которые бурно обсуждали какие-то политические вопросы. Дообсуждались до того, что началась драка. И несмотря на то, что водитель сразу остановился и вызвал полицию, которая приехала буквально через минуту, окружила наш автобус с 3 сторон и мгновенно навела порядок, мы чувствовали себя, мягко говоря, не очень уютно, пока все не успокоилось. Ну, в общем, мы все-таки решили, что было бы удобно иметь и личный транспорт тоже. Я уже даже сдала теорию и получила временные права, с которыми можно ездить в сопровождении опытного водителя. Осталось пройти тест на вождение и купить машину, но об этом в следующих видео. А на сегодня все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пура вида!